Это видео по блокноту версии от 22.03.24. В дальнейшем он будет еще обновляться. И чтобы за этим всем следить, вот тут написано, чтобы быть в курсе всех обновлений и изменений в этом блокноте, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. И не надо мне потом в комментариях писать, что блокнот отличается от того, что на видео, что-то не работает, что-то с этим блокнотом не так. Все обновления, все изменения описываю в своем телеграм-канале. Всем привет! В последнее время мне часто начали писать насчет того, чтобы я снял новый тутор по RVC. С последнего видео он сильно изменился в плане визуала. По коду он остался прежним, добавились только некоторые дополнительные параметры. Показывать буду не весь блокнот, только тренировку и генераторы каверов. Открываем эту вкладку «Тренировка», дальше вкладка «Тренировка модели» и запускаем установку. Выполняем все, подключаемся к диску и ждем завершения. После запуска установки нам пишет, пока идет установка, вы можете загрузить свои файлы в датасет и заранее выбрать все параметры для тренировки. Пока что добавлю файлы в датасет, нажимаем на 3 точки и загрузить. И загружаем сюда наш файл. После того, как увидели слово «Готово», вписываем в обработке данных имя, которое вы хотите дать своей модели. Напишу «Антоха». Параметры датасет фолдера можно не трогать, если вы загрузили свой файл в папку датасет на самом коллабе. Если вы загрузили куда-то в другое место, то тут надо будет к этому месту провести путь. Далее, sample rate. Он отвечает вроде как за качество. То есть 40к это среднее качество, 32 это низкое, 48к это высокое. Но 32к и 48к работают не со всеми моделями. Вот тут написано. Смотреть претрейн в ячейке тренировка модели. Где этот претрейн находится? Вот тут. Можно сразу посмотреть, какие тут претрейны вообще существуют. Я оставлю по дефолту 40к. Дальше метод обработки. Тут уже самый лучший выбран. Можно не менять, тоже по дефолту оставить. После того, как выбрали все параметры, запускаем ячейку. Увидели слово «Готово», дальше переходим к тренировке модели. Эти 3 параметра можно оставить по дефолту. Первый параметр отвечает за частоту сохранения модели, то есть каждые 20 эпох модель будет сохраняться на диске. Второй параметр отвечает за количество эпох, которые вы хотите натренировать. Ну и третий параметр batch size. Я сам не совсем понял, за что он отвечает. Советую оставить либо по дефолту, либо куда-нибудь в серединку тыкнуть. Слишком низкое, слишком большое значение ставить не рекомендую. Ну и параметр pretrain — это предварительно обученные модели, на которых будет тренироваться ваша модель. Если вы делаете английскую модель, советую выбирать что-то из этих троих: Default, OV2 Super и RIN E3. Если делаете русскую модель, то также можете выбрать Default, либо что-то из этих троих: Snowy V2, Snowy V3, Snowy V3 плюс RIN E3. Выбирайте, что хотите, я выберу Snowy V3 и запущу тренировку. Все, тренировка у нас запустилась. Пошли эпохи. У вас тренировка может идти дольше. Все зависит от длины датасета. Я закинул датасет на 1 минуту вроде бы. И у меня каждая эпоха грузится по 1-2 секунды. Вторая вкладка «Продолжить тренировку модели» нужна для того, чтобы добить свою модель до какой-то конкретной эпохи. Если у вас отключился коллаб при первой тренировке, либо вам просто нужно прибавить еще эпох, эта вкладка вам поможет. Тут также есть установка RVC. Запускаем ее и ждем завершения. Увидели слово «Готово» на установке, спускаемся ниже, и тут надо ввести те же самые настройки, что и при первой тренировке, и выбираете новое количество эпох. В прошлый раз я делал 500, значит я в этот раз сделаю 600, добавлю 100 эпох. Выбрали все параметры и запускаем ячейку. Сейчас запустится тренировка с нашей последней точкой сохранения. У меня последняя точка сохранения была на 280 эпохе. Тренировка начнется именно с этой эпохи. Вот он подгрузил наши все файлы и пошла тренировка. После полного завершения тренировки нам покажет фразу «Training is done, the program is closed». На эту последнюю строчку можно не обращать внимания. Она вылезет даже если будет какая-то ошибка и тренировка не начнется. На нее можно забить. Тренировку также можно продолжить, если вам на аккаунт дали лимиты. Можно перенести папку на другой аккаунт и с другого аккаунта уже тренировать модельку. Заходим на наш диск, нажимаем 3 точки напротив папки Training Model, поделиться, открыть доступ. В этом верхнем поле вписываем почту нашего второго аккаунта, выдаем доступ редактора, если выбрано что-то другое, и нажимаем «Отправить». Далее переходим на наш второй аккаунт, нажимаем на «Доступные мне», ищем тут нашу папку Training Model, нажимаем на 3 точки, «Систематизировать», «Добавить ярлык». Нажимаем все местоположения и добавляем эту папку на мой диск. Далее уже на самом коллабе заходим на этот второй аккаунт, открываем тренировка, продолжить тренировку модели, запускаем установку и ждем ее завершения. После того, как увидели слово «Готово», спускаемся ниже. В этой ячейке вводим те же параметры, которые вводили при первой тренировке, и выбираем количество эпох для этой тренировки. Для этого я натренировал 300 эпох, в этот раз натренирую 400, выбираю 400 эпох и запускаю тренировку модели. Вот у нас подгрузило чекпоинты последние.
времени. Последний чекпоинт был на 300-й эпохе. Сейчас пойдет сама тренировка. Все файлы после тренировки сохраняются по этим двум путям. Найдете их сами. Следующая вкладка генераторы каверов. В этой вкладке лежит еще 3 вкладки. Генерация каверов первый вариант, генерация каверов второй вариант и автоматическая генерация каверов. Первый вариант берет вашу модель сразу с диска, то есть это что-то типа проверки модели после ее тренировки. Второй вариант генерации каверов и автоматическая генерация каверов берут ваши модели с Меги, то есть надо будет загрузить вашу зипку с моделью на сайт Мега и оттуда взять ссылку. В каждой этой вкладке лежит свой установочник, так что если вы запустили в какой-то вкладке свой установочник, то надо будет отключиться от Google Colab, нажать среда выполнения и отключиться от среды выполнения и удалить ее, чтобы файлы не накладывались на друг друга и не было никаких конфликтов. Открываем вкладку, запускаем установку и ждем выполнения. После того, как увидели слово «Готово», спускаемся ниже. Тут вписываем имя модели, которое вы выдавали при тренировке. Тут вписываем имя PTH файла. Где этот PTH файл найти? Тыкаем Drive, My Drive, Training Model, Assets, Weights. И тут есть много разных PTH файликов. Можно любой сюда вписать. Я впишу просто Антоха и буду делать кавер на нем. Далее закрываем эту папку, нажимаем на эту иконку и загружаем сюда наш файл с вокалом. Метод обработки можно оставить по дефолту, выбран самый лучший. Дальше pitch, то есть тон голоса. Если ставить на минус, то есть влево, то голос будет грубее. Если ставить на плюс, то есть вправо, то голос будет мягче. Я оставлю на нолике по дефолту. Все дополнительные настройки описаны, сами потыкайте их, я ничего трогать не буду. После настройки запускаем ячейку и ждем. Ну и после выполнения нам выдает наш обработанный вокал. С любовью встретиться, проблема трудная, планета вертится, круглая. Далее второй вариант генерации каверов. Запускаем установку и ждем ее завершения. После того, как увидели слово «Готово», запускаем вторую ячейку, загрузка файла с вокалом. Нажимаем на «Выбрать файлы» и выбираем наш файл с вокалом. Далее переходим по этой ссылке на Мегу, и оттуда сейчас надо будет взять ссылку на нашу модель. Я возьму модель жителей из Майнкрафта, нажимаю на 3 точки, управление ссылкой, ну или копировать ссылку. Вставляю эту ссылку сюда и запускаю ячейку. После выполнения нам выдает список моделей. Копируем отсюда название и вписываем его в модель name и PTH name в оба поля. Тут дополнительных настроек нет, таких как в первом варианте, но позже я их добавлю. Пока что пользуемся тем, что есть. Ввели имя, выбрали свои параметры и запускаем ячейку. Ну и после выполнения нам выдают обработанный вокал. Ну и последняя вкладка, автоматическая генерация каверов. Также запускаем установку и ждем ее завершения. Далее в ячейке разделения для начала нужно выбрать параметр Quality. Это качество разделения вашей песни на вокал и инструментал. По дефолту стоит на 5, это среднее качество, но его вполне достаточно. Не советую ставить на 10, так как разделение займет около 30 минут. Может даже и больше. Я оставлю по дефолту и запускаем ячейку. Нажимаем на эту кнопку «Выбрать файлы» и загружаем сюда нашу песню. Именно песню, не вокал. После разделения песни нам выдадут оригинал, вокал и инструментал. Можно их послушать, можно их скачать по этой кнопочке, а можно пойти дальше. Спускаемся ниже, вставляем сюда ссылку на вашу модель с Меги. Вставлю сюда ссылку жителей из Майнкрафта, копирую ее, вставляю и запускаю ячейку. После выполнения нам выдает имя нашего PTH файла, копируем его и вставляем в оба поля Model Name и PTH Name. Тут также нет таких расширенных настроек, как в первом варианте генерации каверов, так что радуемся тому, что есть. Позже эти дополнительные настройки будут сюда добавлены. Выбрали все необходимые параметры и запускаем ячейку. Ну и после завершения нам выдают уже готовый AI кавер. Тут в этой ячейке можно скачать сразу и вокал, и инструментал, который выдало после разделения, и обработанный вокал и готовый AI-кавер. Можно, например, выбрать обработанный вокал и тут выбрать инструментал. Можно будет это все соединить самим.